Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня у нас на Апшероне очень жарко, солнце печет, и я решил спрятаться. Обычно я делаю все это на солнце, но я сегодня решил спрятаться в тени, вот в тени виноградника, под навесом. Такую жару хочется поесть хорошей копченой рыбки и, конечно же, запить вот эту самую рыбку хорошим холодным пивом, друзья. Рыбка у нас сегодня, можно сказать, одна из самых распространенных. Это скумбрия. Я ее очень люблю. Я уже в любви к ней признавался не раз перед вами, друзья. Да, рыбка действительно хорошая. Значит, скумбрию у нас в основном продают холодного копчения. Горячего копчения. Это рыба. Раньше продавали, сейчас почему-то я не встречаю ее в продаже. Она тоже очень вкусная. Вот я решил сделать именно такую рыбку сегодня. Срезаю торцы на всякий случай. Смотрите, какая беленькая. Содержание жира очень высокое. А жирные мы любим. Антон, Алик. Ава. Все, друзья, чистенько почистил. Теперь пойдем помоем. Вот так, друзья, животиками вверх, чтобы было удобнее ее солить. А дальше все просто. Соль. Друзья, вот так обильно все пересыпал солью. Это у нас будет такое короткое, наверное, часа полтора. Но интенсивная засолка такая. Сухая засолка. Убираю в холодильник. Друзья, прошло почти 2 часа. Я думаю, вполне достаточно. Для нашей рыбки горячего копчения этого более чем достаточно. Пошли рыбку промоем. Друзья, теперь нашу рыбку, чтобы она быстрее просохла, я оботру вот такими бумажными полотенцами. Это просто ускорит процесс сушки. Сегодня такой хороший ветер, не штормовой, но знаете, такой что-то среднее. Как раз нам это выгодно. Сейчас мы рыбку повесим, высушим здесь, на этом ветерке. Друзья, слышите, как ветер завывает? То есть это говорит о том, что рыбка наша высохнет очень быстро. Часа полтора, думаю, будет достаточно.
Друзья, рыбка просто отлично подсохла. Абсолютно сухая поверхность. Да, с нее там еще покапывает, но это уже больше даже, знаете, не вода, а масло. Она настолько жирная. Посмотрите, какая она. Все, рыбку мы снимаем и идем коптить. Значит, засыпаем буковую стружку. Накрываем колпаком. И все, друзья, ждем волшебства копчения. Я думаю, где-то часик повисит будет достаточно. Ну, проверим до этого. Друзья, вот так час стоит при 80 градусах, можно сказать, в среднем. Сейчас откроем крышку, посмотрим, как там рыбка наша. Вот так, друзья, посмотрите, что здесь у нас. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите на цвет, друзья. Золото. Та-да-да-да! Пошли пробовать, друзья. Горох к пиву я всегда варю сам, друзья. Никому не доверяю. Я его просто обожаю. Товарищи бакинцы, это вам посвящено. Кто помнит? Из тех, кто, я имею в виду, уже уехал. Посмотрите, какой нохуд. Во всех пивных Баку и всего Азербайджана. Всегда к пиву. Всегда есть нохуд. Может ничего не быть, но нохуд всегда будет. Но это самое главное. Друзья, это НЗС. Это самое известное бакинское пиво. Расшифровывается как нефть-завод-строй. Вот такое вот название. И, значит, местность у нас такая есть. В Кишлах, поселок Кишлы. Там вот этот завод когда-то располагался, вот этот нефть-завод-строй. Может, до сих пор есть, не знаю. И там же производили в этом же районе пиво. И по району назвали пиво НЗС. Сначала было просто в простонародье, а сейчас уже официально называется это пиво НЗС. Это такое как бы по типу советского жигулевского пива. Рецепт такой. Ваше здоровье, друзья. В любой бакинской пивной, особенно в 90-е годы, в тяжелое время, так скажем, всегда были две вещи в наших пивных. Это нут и копченая килька. Даже килька у нас здесь производилась. Ну, нохуд тоже это наш национальный горбута, так скажем. Вот эти две вещи всегда были в бакинских пивных. Ну что, попробуем рыбку. Друзья, цвет просто, ну сами, да, посмотрите. Просто очень красивый.
янтарный. Как раз прошло уже, наверное, полчаса. Она остыла. Такая же тепленькая, хорошая. Сейчас мы ее надломим и посмотрим, что там у нас творится. Посмотрите, как она делится. Как косточка отходит. Это означает то, что она полностью дошла, друзья. Косточку в сторону. А это можно кушать. Посмотрите. Вот клянусь вам говорю, реально что-то вкуснее найти просто сложно. Скумбрия горячего копчения. Это фантастика. Просто нежнейшая рыба. Раньше эта скумбрия у нас продавалась, до сих пор она продается в холодном копчении, ее просто полно. И иногда встречалось горячее копчение. Вот насколько я помню, я могу ошибаться. Сейчас я в горячем копчении не вижу скумбрии вообще. Поэтому решил вот сам ее сегодня приготовить. Друзья, сказать, что я не пожалел, это, честно слово, ничего не сказать. Настолько это вкусно. Я сам не понимаю, зачем я это раньше не делал. Это же так просто. Она получилась такой малосольной. Вот то, что я ее подержал в соли всего сколько было? 1,5 часа, да? Меньше 2 часов. Просто шикарно. Вот как рецепт, да, друзья? 1,5-2 часа максимум. Соли подержали, ну такой основательно засолили. Этого достаточно. Воду смыли, ни в коем случае ее не вымачиваем. Просто смываем воду и коптим. Получается просто невероятно. Ваше здоровье, друзья. Сегодняшний рецепт меня просто удивил. Вернее, как я бы знал, что результат будет такой. Просто я удивлен, почему я раньше этого не делал. Это просто супер. Всем советую, абсолютно всем. Спасибо за то, что посидели со мной, хоть и виртуально. Мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.